Привет, мои поразительные катаны! Насилие, беззаконие, власть богатых и репрессии бедных. Нет, это я не про наши суровые будни, а про неоновый мир, который создают апостолы игровой индустрии SD Projekt Red. Лапы Каджита добрались до польского сокровища Киберпанк 2077. Честно, я бы с радостью закосплеила для вас Киану, но я не думаю, что борода мне сильно пойдет. Поэтому давайте я просто повторю, что вы мои поразительные катаны, для которых сегодня я расскажу все самое интересное о Киберпанк 2077. Игра действительно сейчас повсюду, и ее сопровождает куча слухов и скандалов. Чего только стоит обвинение поляков в том, что их гиперсексуализированная реклама оскорбляет чувства меньшинств, хотя это не так. Во многом такой хайп вокруг игры связан не только с Джоном Уиком Акакиану, а с тем, что это просто новая игра от SD Projekt Red. Ведь пока какая-нибудь Triarch и другие студии вводят свои AAA проекты за 60 бачей донат или сливают серии в помойку, SD Projekt Red выходит на сцену и такие: Разойдись, свинопасы, или господин Ведьмак вам таких пиздюлей отвесит, вовек не забудете. Где тут дрын какой-нибудь? И этим самым дрыном они и делают следующий шедевр. Да, такие грехи, как кранчи и чрезмерный перфекционизм у студии есть, никто не идеален, но как минимум мы всегда получим годный проект. Кроме того, нам известно, что игра делается в сотрудничестве с создателем оригинальной настолки Киберпанк 2020. Что же, давайте разложим по полочкам все, что мы знаем об этом новом проекте и, как говорится... Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Можем ли мы говорить, что игра — это шутер от первого лица? Да, несмотря на то, что в геймплейном видео с прошлого E3 мы четко видели, что иногда игра переключается на планы от третьего лица, в целом геймплей больше показан от первого. В поляков летели гневные письма, мол, вот вы, подлецы, обещаете нам РПГ, а подсовываете шутан. Однако игра все равно остается РПГ, но с достаточным количеством FPS элементов. Считайте, что это как жареные пельмешки, где пельмешки РПГ, а масло – элементы шутера. Вареные пельмешки и без того пища богов, но если их поджарить, никому ведь от этого хуже не будет. Длиннокод. А какие ты больше пельмени любишь? Я вот люблю больше жареные, а ты, наверное, вареные? Ты же такой длинный. В способностях Ви, показанных нам в геймплейной демонстрации, есть большое разнообразие. Она могла скользить, чтобы уворачиваться от ударов, а также замедлять время, использовать рывок. Это позволило ей быстро передвигаться в любом направлении. При комбинации рывка и слоумо Ви могла легко обойти противника и выстрелить ему в голову сзади. Показали и тонну оружия. Например, тяч-шотган мог бить сквозь стены, что превращалось в смертельную комбинацию с имплантом, позволяющим видеть, где прячутся враги. А винтовка с самонаводящимися пулями вообще облегчила стрельбу без определенного навыка. Все журналисты, гонявшие в игру, назвали элементы шутера быстрыми и тактическими. В игре есть разрушаемость стен, стволы, выглядит круто. Но при всем этом сама игра остается РПГ с прокачкой, разветвленным сюжетом, диалогами и отыгрышем роли. Хотя также игровые акулы-пера отмечают, что все же это не Doom или Wolfenstein, и видно, что элементы шутера — это совершенно новый для поляков жанр, с которым они не научились работать до конца. Как бы то ни было, Киберпанк покажет нам, что польский шутер — это больше не оскорбление. Короче, вышел такой себе Deus Ex в открытом мире на максималках. Во время демонстрации мельком нам был показан процесс создания персонажа. Можно настроить волосы, лицо, татуировки и одежду. Однако не похоже, что мы сможем изменять размер костей, поэтому урода а-ля Tess Oblivion вы создать не сможете. Зато другие элементы, такие как сексуальная ориентация, прошлое, стартовые характеристики, умения, лепите себе сколько угодно. Так, Длиннокод, я думаю, вот тут тебе пошла бы татуировка. Еще здесь вот пирсинг в носу и розовую шерстку. А еще мы бы тебе сделали такой большой хвост. Недавно стало известно, что в игре будет вариативный пролог. По словам ведущего дизайнера квестов Павла Соска, вы вольны выбрать 3 жизненных пути. Игрок может быть кочевником, бывшим работником корпорации или ребенком улиц. Каждый из 3 путей определяет биографию героя и его стартовую локацию. Нетрудно догадаться, что одной из них будут бесплодные земли.
где как раз и обитают кочевники. Это такая здоровенная пустыня вокруг Найт-Сити, где гоняют на собранных из говна и палок машинах отмороженные рейдеры, как в «Безумном Максе». Если говорить о характеристиках персонажа, то мы распределяем очки по таким критериям, как интеллект, сила, телосложение, рефлексы, техника, крутость. Последний параметр, скорее всего, совмещает в себе харизму и способность бороться со стрессом. Классы тоже на месте. Ракетбой, Корпорейт, Нетранер, Соло и Тэчи и так далее. Каждый из них обладает своими преимуществами. Например, нетранеры могут хорошо стелсить, взламывать роботов, мозги людям или технику. Вот нужно вам пробраться мимо бандюков. Вы взламываете робота-боксера, с которым они тренируются, и он начинает забивать противника до смерти. Вы же прошмагиваете в это время за спиной, пока у них заварушка. Вольны вы и выбрать, с кем вам спать. Как рассказывал для Game Informer дизайнер квестов Патрик Милс, с Геральтом все было посложнее. У вас был готовый персонаж, сексуальность которого была четко определена прошлыми романтическими историями. Тут все уже зависит от вас. Наши НПС будут геями, бисексуалами, также есть гетеросексуальные НПС. Все для того, чтобы они выглядели живыми. Что сказать? Свобода, любовь, киберпанк. Так, а теперь поговорим про боженьку. Шутки шутками, а сейчас на волне хайпа из-за игры и успеха Джона Уика 3 и информация, что Marvel хотят включить Киану в свою киновселенную. Фанаты требуют сделать Киану Человеком года. Блин, они даже петицию забабахали с этим требованием. Но какова будет его роль в игре? Что вообще за Джонни Сильверхейд такой? Ведь пока фанаты Киану писали кипятком от своего кумира на сцене E3, фанаты настольной игры получали оргазм, и именно от персоны Сильверхенда. Хотя вообще, вы заметили, что любого персонажа, которого играет Киану, зовут по типу Джон, Джек, Джонатан. Либо у него фетиш, либо не обошлось без жидомасонов и рептилоидов с планеты Нибиру. Ох, где там моя шапочка из фольги? Упоминание о Сильверхенде было еще в дополнительных материалах к оригинальной настольной игре Cyberpunk 2020. Он был рокетбоем. Это довольно специфический класс персонажей. Такая себе смесь барда из Dungeons and Dragons и контркультурного иконоборца, символа борьбы против угнетающей системы. Он выступает голосом всех недовольных символом борьбы и революции. В общем, его бы точно посадили бы на 15 суток, приди он на несанкционированный митинг. Джонни был бунтарем, уличным поэтом и рок-н-ролл звездой, придумавшей такие хиты, как Chippin' In и Never Fade Away. Открыто выступал против корпорации Arasaka, стремящейся превратить Японию в сверхдержаву. Из-за нее Джонни потерял руку и семью. Во время атаки на эту корпорацию Джонни убивают выстрелом из дробовика в живот, а после этого его тело было испепелено, когда на штаб-квартиру компании сбросили ядерную бомбу, расхерачившую часть города. Да, по лору настолки все так и было, и город, который мы видим в игре, воссоздан из пепла заново. В игре Джонни будет таким себе красавчиком Джеком из Tales from Borderlands, человеком, который живет в вашей голове, комментирует все события и периодически издевается над вами. Как так вышло, что он у нас в голове? Во всем виновата его бывшая, нет, серьезно, его бывшая девушка Альт изобрела способ оцифровать сознание человека и загружать в сеть. По лору компания Arasaka убила ее ради этой технологии. Я думаю, уже в самом сюжете игры мы узнаем подробности того, каким образом он попал к нам в голову. Если бы у вас была возможность ставить себе суперимплант, то какой бы он был? Пишите в комментариях свои идеи, только давайте без пошлых шуток ниже пояса. В Киберпанке они будут одной из основных фич. Полностью андроидом стать мы не сможем, так как разработчики сообщили, цитата, что сцены секса тогда бы выглядели странно. Сильное заявление. Проверять я его, конечно же, не буду. Когда-то Джоан Роулинг, создательница Гарри Поттера, сказанула, что в сказках не нужен секс. Никто не занимается им на фоне единорогов. Поляки из третьего Ведьмака показали обратное. Так что и тут будем ждать новых оригинальных решений. Длиннокот! Эй, Длиннокот! А ты занимался сексом с единорогом? И что, тебе понравилось? Интересно?
Системе прокачки, которая позволит нам выбрать совершенно разные способности вне зависимости от выбранного архетипа, импланты будут иметь косвенное отношение. Апгрейды, установленные на ваше тело, смогут изменять как геймплей, так и интерфейс. Во время демонстрации геймплея герой ставит себе имплант под названием Kiroshi Optical. Он позволяет приближать любые объекты и анализировать их, а также видеть уровень врагов, получать всю информацию о них. Поставленный далее Subdermal Grip увеличивает наш урон, наносимый при стрельбе. А вот, например, имплант Вавилонская рыбка позволит Ви понимать разные языки и введет в игру субтитры. Это наверняка поможет в диалогах, так как если вы будете слоупоком в разговорах, персонажей это может взбесить, и они будут давить на вас, ведь все диалоги происходят в реальном времени. Пока что импланты смотрятся круто, однако есть и минус. В оригинальной настольной игре у персонажей была характеристика эмпатия, которая показывала, сколько имплантов вы можете установить в свое тело. Если переборщите, то сойдете с ума, заболев кибербезумием, и будете, как та девка из тизера 2013 года, рубить людей налево и направо. В Cyberpunk 2077 эмпатии нет, и это довольно странно, так как одна из основных идей франшизы как раз в том, насколько этично вставлять в себе апгрейды и жертвовать человечностью ради прогресса. И было бы довольно глупо для таких любителей сгущать краски, как SD Projekt Red, забывать про эту дилемму. Поговорим про Night City. Это тот самый, частично расхераченный в свое время взрывом город, где происходят все действия игры. Такой себе гиперболизированный, немного гротескный город, наподобие Колумбии или Восторга из Биошок, где вас легко могут продать на органы, если вы не приглянетесь местным жителям. Город приблизительно находится между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Был основан в 1994 году предпринимателем Ричардом Алексом Найтом, недалеко от бухты Дель-Коронадо. Найт-Сити, или как его еще называют город на краю завтрашнего дня, современный мегаполис, в котором проживают миллионы людей в районах Сити-Центр, Вестбург, Хейвуд, Пасифика, Сайт Найт-Сити и Ранчо Коронадо. Причем в нем будет классовое расслоение. В центре ходят местные понтовые богатенькие граждане в стиле неокич и представители корпораций, одетые так, будто они готовятся десантировать из вертолета в зону боевых действий. В дальних районах бродят хипстеры, а на окружении реднеки. Отношение к игроку там будет соответствующее, поэтому стоит ожидать шуток в стиле Эй, Седой, а ты чё такой белый? Перемещаться мы будем по городу без загрузочных экранов на своей машине или мотоцикле. Вы можете создавать свои автопарки. Работают машины, как плотва из Ведьмака, и могут приезжать к вам по вызову. Однако тут это обусловлено тем, что в каждую машину вживлен искусственный интеллект. Будущее как-никак. По словам игравших демку на E3, в машине есть радио, вид от третьего и первого лица, а вот мотоциклы управляются очень больно. Возрадуйтесь, в игре не будет доната. Как же, мать вашу, ужасно, что мы радуемся таким очевидным вещам. Создается впечатление, что мы движемся к киберпанку и власти корпораций намного быстрее, чем нам кажется. Сегодня мы платим за победу в игре с ценником 4000 рублей, а уже завтра будем платить за возможность бегать или прыгать. Кот, пришло время бежать. С тебя 1000. О, еще 2. И еще 1000. Ох уж. Благо, в Киберпанке не будет доната от слова совсем. Поляки даже решили нехило так затроллить своих западных коллег. В трейлере игры, который мы видели в 2018 году, есть пасхалка. В нем в один момент на экране появляются строки красного программного кода. И внимательные фанаты заметили, что там есть надпись «Микротранзакции в одиночной игре? Ты что, свихнулся?» К слову о пасхалках, в трейлере к коллекционному изданию есть еще одна крутая пасхалка. В самом начале, в программном коде, на который всем было плевать, но только не великим умам интернета, была директория SSH. Это такая штука, которая дает удаленный доступ к чему-либо по сети, а также там был логин и пароль. Получив удаленный доступ к файлам, фанаты нашли обращение разработчиков, где они раскрывают, почему геймплей для журналистов был эксклюзивным, а обычным геймерам нужно ждать августа, чтобы его увидеть.
Роль коллекционного издания – честное признание, что они гонятся за хайпом, а также правда, что предзаказы полезны только им, а не вам. Были бы все разработчики такими человечными, мир был бы лучше. Пока что Cyberpunk 2077 остается самым амбициозным проектом, который выйдет в следующем году. Будет ли игра шедевром или провалом, узнаем. А пока ставьте лайк этому видео, делитесь размышлениями об игре в комментариях и не забудьте про колокольчик, не? Все? Мы закончили, Ленокод. Даже обидно, что меня, Каджита, не пускают эти студийные барыги в студию. Всего-то. Украл себе пару стойчик. Они ведь мне нужнее, правда?